Скрип снега. Мусаси крался по коридору, обходя залитые светом комнаты в передней части дома. Сначала он забрел в спальню с приготовленными постелями, затем в кладовку, где хранились инструменты и всякая утварь. Казалось, стены источают запах еды, но Мусаси не удалось отыскать кухню. Из полумрака внезапно вынырнула девочка-служанка и, раскинув руки, преградила ему дорогу. «Господин, сюда гостям нельзя!» Голос девочки звучал твердо, в нем не было и следа детской наивности, которую она играла, обслуживая гостей в передних комнатах. «Неужели? Нельзя!» Девочка подталкивала Мусаси, чтобы он покинул эту часть дома. «Ты та девочка, которая недавно резвилась в снегу? Тебя зовут Ринья?» «Да, Ринья. Вам, верно, надо в уборную, я вас провожу». Она взяла Мусаси за руку. «Нет, я не пьян. Сделай мне одолжение. Отведи в пустую комнату и принеси какой-нибудь еды». «Еды? Пожалуйста, я подам вам в гостиную». «Нет, только не туда, там веселятся. Зачем им мешать, напоминая об ужине?» Ринья с любопытством взглянула на Мусаси. «Может, вы правы, покормлю вас здесь. Что вам принести?» «Ничего особенного. Хватит 2 рисовых колобков нигиримоти». Вскоре Ринья вернулась. Мусаси сел и стал есть. «Я хотел бы выйти из дома через сад», — сказал он, доев ужин. Не ожидая ответа, он направился к веранде. «Куда вы?» «Не беспокойся, я скоро вернусь». «Почему вы уходите через заднюю комнату?» «Гости поднимут шум, увидев меня в передней. Жаль портить вечер друзьям, пригласившим меня сюда». «Я открою вам ворота, но обещайте, что вы вернетесь. Если не придете, меня накажут». «Понятно. Если господин Мидзуоти спросит обо мне, скажи, что пошел к храму Ренгэоин на встречу со знакомым и скоро вернется». «Непременно возвращайтесь. Сегодня вечером с вами должна быть Йосино Таю, которой я прислуживаю». Девочка раскрыла створку ворот, над которыми тяжелой шапкой навис снег, и выпустила Мусаси на улицу. У выхода из веселого квартала была лавка с вывеской «Амигасаття». Мусаси вошел и попросил пару соломенных сандалий, но ими здесь не торговали. Как и следовало из названия лавки, здесь держали широкополые тростниковые шляпы, предназначенные для тех мужчин, которые перед входом в Янагимати хотели бы скрыть лицо. Послав служанку за сандалиями в другую лавку, Мусаси сел на табурет, поправил нательный пояс и потуже затянул пояс кимоно. Сняв накидку хаори, он аккуратно свернул ее и положил рядом. Спросив тушь и кисть, Мусаси написал короткую записку, которую вложил в рукав хаори. Позвав старика, похоже, хозяина, гревшегося у очага, Мусаси сказал: «Я оставлю хаори у вас, если я не вернусь до 11. Отнеси его в заведение Огия и передай человеку по имени Коэцу. В рукаве лежит письмо для него». Старик охотно согласился. Мусаси спросил о времени, и старик ответил, что недавно уличный сторож прокричал 7 часов. Вернулась служанка с сандалиями. Мусаси проверил, не туги ли ремешки, и натянул сандалии на кожаные носки. Заплатив лавочнику намного больше положенного, он захватил новую шляпу и вышел на улицу. Шляпой как зонтиком он прикрылся от снега, кружившегося мягкими хлопьями, словно вишневый цвет. Набережная Сидзё сверкала огнями, но в роще Гион стояла кромешная тьма. Мерцали огни редких каменных фонарей. Тишину изредка нарушали комья снега, срывавшиеся с ветвей.
Перед храмом Гион молилась кучка людей. Темный храм казался пустынным. Колокол соседнего храма на горе пробил 5 раз. 8 часов. Громкий, отчетливый звук колокола в морозной тишине отзывался в душе. «Хватит молиться», — промолвил Дон-Сетиро, вставая с колен. «Пора!» Кто-то на ходу спросил Дон-Сетиро, не жмут ли ремешки сандалий. «Если перетянуты, то могут лопнуть в такой мороз». «Все в порядке, и запомни, в мороз кожаные ремешки следует заменять обычным шнурком». Самураи направились к Ренгэ-Оину. Дон-Сетиро завершил приготовление к бою, повязав лоб лентой и затянув рукава ремешками. В окружении мрачной свиты из 18 человек он широко зашагал по снегу в поле за храмом. Он дышал глубоко и ровно, пар густым облаком валил у него изо рта. Место поединка было указано в вызове, переданном Мусаси. Он должен был явиться на поле позади Ренгэ-Оина в 9. Люди дома Йосиоки спешили, чтобы не дать Мусаси скрыться. Во всяком случае, так они говорили. Хэске остался наблюдать за домом Сёю, отослав своих товарищей доложить об обстановке. На подходе к Ренгэ-Оину Дон-Сетиро и его свита заметили костер. «Кто нас опередил?» — спросил Дон-Сетиро. «Рёхей и Дзюрадзаимон, верно?» «И эти здесь», — недовольно пробурчал Дон-Сетиро. «Нас слишком много, я не хочу, чтобы потом сплетничали, что мы навалились на Мусаси целой толпой». «Уйдем, когда настанет время». Главное здание храма Ренгэ-Оин или Сангендо, как его называли в народе, было непомерно длинным по фасаду. За храмом находился обширный пустырь, как нельзя лучше подходивший для тренировки лучников. Дон-Сетиро выбрал этот пустырь, потому что его давно облюбовали служители боевых искусств. Сосны, окаймлявшие пустырь, скрашивали его унылость. Здесь не было высокой травы и кустов, которые затрудняют сражение. Рёхей и Дзюрадзаимон поднялись, увидев Дон-Сетиро. «Садись на мое место, погрейся, у нас еще много времени», — предложил Рёхей. Дон-Сетиро молча сел. Протянув руки к огню, он стал с хрустом растирать пальцы. «Рано пришел», — проговорил он. Красноватые отблески костра придали его лицу кровожадное выражение. «По пути, кажется, видели харчевню», — продолжал он. «Она была закрыта. Пусть кто-нибудь принесет саке, стучите, пока не откроют». «Сейчас пить саке? Именно, я замерз». Дон-Сетиро придвинулся ближе к костру и, раскинув руки, почти обнял огонь. К его приказанию отнеслись спокойно, ведь никто не помнил, чтобы Дон-Сетиро появлялся в додзё трезвым, будь то утро или вечер. Сегодня решалась судьба школы Йосиоки, но молодые самураи посчитали, что выпить не грех. Лучше греться, чем держать меч в окоченевших руках. Да и возражать Дон-Сетиро рискованно. Двое побежали в харчевню и, вскоре вернулись с кувшином горячего саке. «А вот это дело!» — повеселел Дон-Сетиро. «Саке мой лучший друг и помощник!» Ученики со скрытой тревогой наблюдали, сколько он выпьет. Дон-Сетиро на сей раз выпил гораздо меньше обычного. Он понимал, что сегодня рискует жизнью. «Смотрите, кажется, Мусаси!» Все напряженно вслушивались в тишину. Некоторые поднялись на ноги.
Из-за угла храма здания появилась темная фигура. «Не беспокойтесь, это я!» — крикнул человек. Это был пожилой человек, хотя и одетый по современной моде. Его хакама были подвернуты, чтобы не мешать при беге. Годы согнули его спину. Молодые самураи, узнав в нем старика из Мибу, уселись на свои места. Старик из Мибу был Йосиока Ганзаэмон, брат Кэмпа и дядя Данситиро. «Дядя Ген, что вас привело сюда?» – удивленно воскликнул Данситиро. «Гора свалилась с плеч, когда я увидел тебя», – решительно проговорил Ганзаэмон. «Значит, ты настроен решительно». «Хотел с вами посоветоваться, но не успел». «О чем? Имя Йосиока облито грязью, твой брат искалечен. Ты бы мне ответил за позор, если бы не предпринял ответных действий». «Не беспокойтесь, я не хлюпик, как Сайдзюро». «Верю на слово. Уверен, ты победишь, но решил приободрить тебя». «Пробежал весь путь от Мибу». «Послушай, Данситиро, не смотри свысока на противника. Судя по слухам, он не так уж прост». «Знаю. Не торопись выиграть бой. Держись спокойно, и пусть боги сделают выбор. Если погибнешь, я позабочусь о твоем теле». «Ха-ха! Лучше сядь и выпей». Старик молча выпил чашечку саке, затем обратился к свите племянника. «А вы что здесь делаете? Неужели намерены толпой сражаться против одного? Это ведь поединок двух мужчин. Стыдно, когда у одного из них куча помощников. Пора, идите все за мной, понаблюдаем издали, чтобы никто нас не упрекнул в подготовке атаки против одного». Все встали. Данситиро сидел один у костра. Колокола давно пробили 8, должно быть уже 9. Мусаси опаздывает, подумал он. От учеников школы Йосиоки остались только следы на снегу. Изредка с карниза храма со звоном срывались сосульки или слышался треск ветки, ломавшейся под снегом. Данситиро настороженно оборачивался на каждый звук, устремляя в темноту соколиный взор. Из темноты возникла тень бегущего человека. «Идет!» — проговорил запыхавшийся Хёски. Данситиро уже стоял на изготовку. «Он идет?» — недовольно повторил Данситиро, затаптывая головешки в костре. Хёски сообщил, что Мусаси, покинув заведение Огия, шел неторопливо, не обращая внимания на снегопад. Он поднялся по лестнице храма Гион, я обогнал его. Появится с минуты на минуту. Готов? Ну вот и дождались. Уходи, Хёски. Где остальные? Не знаю, но ты уходи, ты мешаешь мне. Хорошо, ответил Хёски, хотя уходить не собирался. В его голове уже созрел план действий. Пока Данситиро затаптывал костер, Хёски нырнул под галерею храма. Холодный ветер пробирал до костей. Обхватив руками колени, Хёски уговаривал себя, что крупная дрожь, бившая его, происходит лишь от холода. Данситиро прошагал 100 метров навстречу противнику и остановился под высокой сосной, уперевшись ногой в выступающий корень. Тепло от выпитого саке быстро выстуживалось. Данситиро начал зябнуть. Хёски из укрытия видел, как волнуется Данситиро, вглядываясь в пустынный храмовый двор, кажущийся еще просторнее от снежного покрова. Данситиро вздрогнул от шума, но это сорвался с ветки ком снега. Мусаси не появлялся. Не выдержав, Хёски вылез из-под галереи. Куда он задевался? «Ты все еще здесь?» — грозно вымолвил Данситиро. Он не находил себе места от волнения, как и Хёски, но не отослал его прочь. Они поняли друг друга без слов. Они оглядывались по сторонам, чувствуя, что их подозрения сбываются.
«Нигде не видно», — бормотал Хёски. «Негодяй сбежал», — подтвердил Денситеро. «Сбежать он не мог», — возразил Хёски и принялся пересказывать все, что успел разведать. Он не сомневался в серьезности намерений Мусаси. «Что это там?» — прервал его Денситеро, указывая на дальний край храмовых построек. Там в дверях кухни появился огонек свечи и двинулся к главному строению. Свечу, несомненно, нес монах, но за ним маячила еще одна тень. Огонек, проследовав через ворота, начал подниматься по ступеням на галерею Сандзю-Сангенда. Монах обратился к следовавшей за ним тени. «Ночью здесь никого нет, все заперто. Вечером была, правда, группа самураев, они грелись у костра. Верно, те, кого вы ищете, но они ушли. Простите, что потревожил вас так поздно. А вот те двое у высокой сосны, они, кажется, ожидают меня. Сейчас спросим». «Я сам. Теперь я найду дорогу, вам лучше уйти». «Вы собираетесь с друзьями на прогулку полюбоваться свежим снегом?» «Нечто вроде этого», — усмехнулся Мусаси. Загасив свечу, монах проговорил: «Прошу прощения, но должен вас предупредить. И если будете разводить костер вблизи храма, как те молодые самураи, обязательно загасите его и затопчите угли». «Не беспокойтесь». «Еще раз прошу прощения». Монах ушел и затворил за собой ворота. Человек на галерее стоял неподвижно, глядя в сторону Денситеро. «Хёски, кто это?» «Не знаю, появился из кухни». «Но он не из храмовых служителей». Денситеро и Хёски подошли поближе к храму. Тень на галерее переместилась в центр. По движениям можно было догадаться, что человек подвязывает рукава кимоно. Денситеро и Хёски застыли на месте. Денситеро, сделав 2 глубоких вдоха, крикнул: «Мусаси!» Человек на галерее занимал выгодную позицию, находясь на метр выше Денситеро. Он был защищен с тыла, а намеревавшемуся напасть на него слева или справа предстояло сначала взобраться наверх. Таким образом, человек мог сосредоточиться на противнике перед собой. Позади Денситеро были открытое пространство, снег и ветер. Он был уверен, что Мусаси придет один, но в то же время его волновала незащищенность тыла. Денситеро сделал нетерпеливое движение, словно стряхивая что-то невидимое с кимоно, и приказал Хёски отойти. Хёски переместился в дальний конец двора. «Вы готовы?» Голос Мусаси прозвучал спокойно и холодно. Денситеро показалось, что на него выплеснули ушат ледяной воды. Он уже успел рассмотреть Мусаси. «Вот он, каков негодяй!» — промелькнуло у него в голове. Денситеро люто ненавидел Мусаси. Он ненавидел его за поражение брата. Его оскорбляло, когда простолюдины сравнивали его, Йосиоку Денситеро, с этим Мусаси. Он презирал Мусаси за то, что эта деревенщина изображает из себя самурая. «Кто ты такой, чтобы спрашивать о моей готовности? Уже давно пробило 9 часов. Разве я обещал быть ровно в 9? Не увиливай, я давно жду тебя. Сам видишь, что я готов. Спускайся!» Денситеро понимал, что нападать на Мусаси, когда тот находился на галерее, бессмысленно. «Сию минуту!» — насмешливо ответил Мусаси. Мусаси готовился к бою не так, как его противник. Денситеро, хорошо подготовленный физически, стал настраиваться на бой только сейчас. Для Мусаси поединок начался задолго до того, как он увидел противника. Теперь для Мусаси наступал второй решающий этап схватки. Его болевое чутье предельно обострилось при виде множества следов на снегу.
во дворе храма Гион. Когда Мусаси перестал ощущать за спиной тень, неотступно следовавшую за ним, он, быстро пройдя в ворота храма Ренгаоин, направился к кухне. Разбудив монаха, он вежливо расспросил о том, что здесь происходило несколько часов назад. Мусаси опаздывал, но все же выпил горячего чая в кухне. Затем он внезапно появился перед противником со стороны галереи, заняв выгодную позицию. Преимущество было на стороне Мусаси. Призывы Денситеро сойти вниз давали ему еще одну тактическую выгоду. Он мог выбирать, драться ли ему внизу или совершить удобный маневр. Мусаси соблюдал осторожность. В поединках, подобных сегодняшнему, победа походила на луну, отражающуюся в водах озера. Если безрассудно броситься за ней, то велик риск утонуть. Денситеро был вне себя от бешенства. «Ты не только опоздал, ты еще и не готов, а я торчу тут на холоде». «Еще минуту, я спускаюсь», — последовал спокойный ответ. Денситеро знал, что злость способна довести его до поражения, но уже не мог сдерживаться, тем более, что его намеренно дразнили. Все выученное им по части стратегии мгновенно вылетело из головы. «Немедленно!» — заорал Денситеро. «Спускайся вниз во двор, хватит время тянуть, держись по правилам. Я, Йосиока Денситеро, и плюю на твои хитрости и коварства. Ты недостоин сражаться со мной, если струсил до боя. Спускайся!» Мусаси улыбался. «Йосиока Денситеро, и мне тебя бояться? Прошлой весной я уже разрубил тебя пополам, а сейчас мне придется повторить то же самое». «О чем это ты? Где? Когда?» «В Ямато, в Коягю». «Ямато?» «Для полной ясности, в бане, на постоялом дворе Ватая». «Ты был там?» «Да, был. Правда, мы оба были голые, но я мысленно примерился, как разрублю тебя. И особого труда это не составило. Ты не заметил, как мой меч не оставил на тебе шрамов? Но я тебя победил. Сказки о великом фехтовальщике Денситеро не для меня. Ты мне просто смешон». «Давно хотелось тебя услышать, но теперь я понял, что ты дурак. Мне наскучила твоя болтовня. Спускайся, и я покажу, чего ты стоишь». «Какое у тебя оружие? Меч? Деревянный меч?» «Зачем спрашивать, когда у тебя нет деревянного? Прекрасно знаешь, будем драться на мечах». «А вдруг ты предпочел бы деревянный меч? Тогда мне пришлось бы одолжить деревянный меч у тебя». «Нет у меня никакого деревянного меча, болван! Закрой рот и спускайся!» «Ты готов?» «Нет!» Денситеро вскочил, взрывая снег, открывая пространство для Мусаси, но тот, прежде чем спрыгнуть, переместился вдоль галереи метров на 6 в сторону. Оба двинулись навстречу друг другу, не обнажая мечей. Взгляды их встретились. Денситеро, не выдержав, выхватил из ножен меч. Меч был длинным, под рост хозяина. Клинок с легким звенящим посвистом опустился на то место, где мгновение назад был Мусаси. Мусаси был проворнее меча, но еще стремительнее оказалось его оружие, выхваченное из ножен. Противники находились так близко, что казалось невозможным выйти невредимым из стычки. Молниеносная пляска сверкающих клинков, и противники уже на расстоянии 3 метров друг от друга. Оба замерли, выбросив вперед острия мечей. Потянулись напряженные минуты. На бровях Денситеро оседал снег, тая, он падал на ресницы. Глаза его выкатились и горели, как огонь в кузнице. Жаркое дыхание рвалось из широкой груди. Денситеро чувствовал уязвимость своей позиции.
Почему я не держу меч на уровне глаз, если всегда атакую с мечом над головой? Думал он. Он, собственно, не думал. Это ему подсказывала кровь, стучавшая в висках. Внешне, тем не менее, он казался крайне разъяренным и исполненным ненависти к врагу. Невыгодность позиции угнетала Денситеро. Он осторожно приподнял локти, чтобы занести меч повыше, но каждый раз останавливался. Мусаси ловил момент, когда на мгновение ока руки противника закроют ему обзор. Меч Мусаси тоже был на уровне глаз. Расслабленные локти готовы были мгновенно отразить возможную угрозу с любой стороны. Руки Денситеро в непривычной для них позиции были напряжены и скованы. Меч едва заметно подрагивал. Меч Мусаси застыл в неподвижности, и снег начал оседать на наружной поверхности клинка. Мусаси считал количество вдохов и выдохов, устремив на противника по ястребиному пронзительные глаза. Он не жаждал победы, зная, что она неизбежна. Он ощущал ту грань, которая разделяет жизнь и смерть. В его воображении Денситеро принял образ гигантского булыжника, который необходимо сдвинуть с места. Мусаси мысленно призвал на помощь бога войны Хатимана. «Его техника совершеннее моей», — честно признался себе Мусаси. Он пережил такое же чувство неполноценности в Коягю, в кольце 4 лучших бойцов замка. Оно охватывало Мусаси при каждом столкновении с представителями традиционной школы. Поскольку его собственный стиль едва ли поддавался описанию, в нем отсутствовала четкая последовательность. Мусаси просто решал задачу – жить или умереть. Противостоя Денситеро, Мусаси видел, что стиль, созданный Йосиокой Кэмпо, был сплавом простоты и виртуозности. Имел четкую логику, не делал крена ни в сторону физической силы, ни излишней духовности. Мусаси сосредоточился на том, чтобы не допустить лишнего движения. Его примитивная тактика вдруг отказалась ему повиноваться. Мусаси недоумевал, почему руки его не поднимаются, словно они мели в одном положении. Ему оставалось лишь стоять в оборонительной позиции и выжидать. Глаза Мусаси покраснели от напряжения. Он молил Хатимана о победе. По телу пробегала горячая волна, заставляя сердце учащенно биться. Он был простым смертным, поэтому мгновенное невнимание могло стоить ему жизни. Мусаси не отвлекался. Он отбросил мысль о своем несовершенстве, как снег с рукава. Стычки со смертью приучили его к хладнокровию и рассудительности. Теперь он полностью владел собой. Мертвая тишина. На волосы Мусаси, на плечи Денситеро намело снега. Денситеро уже не казался ему огромным валуном. Мусаси растворился в пространстве и не принуждал себя к победе. Он видел только белый снег между собой и человеком напротив, и невесомая белизна была легка, как и его душа. Мусаси стал частью неба и земли, а небо и земля вошли в его существо. Мусаси словно парил в воздухе, не ощущая тяжести тела. Нога Денситеро слегка двинулась вперед. Воля его сконцентрировалась на подрагивающем кончике меча. 2 удара одного меча обрубили 2 жизни. Первый выпад Мусаси сделал, обернувшись назад, и половина головы Атагуро Хёски с огромной алой вишней пролетела мимо, а тело убитого
швырнула под ноги Донситеро. Боевой клич Донситеро оборвался на середине. Подпрыгнувший Мусаси, казалось, завис в воздухе, и Донситеро ничком валился в глубокий пушистый снег. «Подожди!» — сорвался с его губ предсмертный стон. Мусаси исчез. К месту поединка мчались Гэнзэймон и ученики школы Йосиоки. Черной волной они захлестнули белое пространство у храма. «Слышал? Это Донситеро! Он ранен! Хёски убит!» «Донситеро! Донситеро!» Они знали, что бессмысленно кричать, и послали за лекарем. Меч Мусаси снес голову Хёски от правого уха до левой скулы. Голова Донситеро была разрублена от макушки до правой скулы. И в одно мгновение... «Я же предупреждал! Говорил!» — бормотал, заикаясь, Гэнзэймон. «Он серьезный противник! О, Донситеро, Донситеро!» Старик причитал, прижимая к груди тело племянника. Он был сражен горем, но бестолково топтавшиеся по окровавленному снегу ученики взбесили его. «Где Мусаси?» — взревел он. Стали искать Мусаси, но не нашли. «Ищите!» — приказал Гэнзэймон. «Крыльев у него нет. Я не смогу поднять головы, если не отомщу за честь дома Йосиоки. Отыскать его!» Один из учеников вдруг застыл с открытым ртом. Все обернулись в ту сторону, куда он смотрел. «Мусаси!» Звенящая в ушах тишина объяла поле, как дьявольское наваждение, отупляющее мысли и чувства. Мусаси лишь почудился ученику. В тот момент Мусаси стоял под низким карнизом соседней постройки, слившись со стеной, и не сводил глаз с людей Йосиоки. Едва заметно двигаясь вдоль стены, он проскользнул до юго-западного угла храма. Сандзю-Сангэнда, храма Сандзю-Сангэнда, взобрался на галерею и пробежал до ее середины. «Станут ли они нападать?» — спрашивал он себя. Люди Йосиоки не двигались. По-кошачьи мягко Мусаси перебрался по галерее на северную сторону храма и растворился в темноте.